Всем привет! С вами сервис по ремонту лодочных моторов город Уссурийск. В этом видео мы покажем и расскажем, как настроить карбюратор и какие причины могут влиять на настройку. Вот карбюратор от модели Yamaha 9.9. Все карбюраторы могут отличаться по внешнему виду, конструкции, но принцип работы у них у всех один и тот же. На карбюраторе стоит дроссельная заслонка, которая находится все время под напряжением пружины. При помощи этой заслонки можно ограничить подачу смеси, либо наоборот, открывать ее все больше и больше, выходить на глиссер или уходить от инспекторов ГИМС. При полностью открытой дроссельной заслонке мотор работает в полную мощность. Конечно, если у мотора нет каких-либо неисправностей, не позволяющих развивать полную мощность. Отверстие для топливного насоса. Если карбюратор имеет при себе встроенный топливный насос, то через это отверстие поступает давление и вакуум. Мембрана работает и топливо закачивается в карбюратор. Поэтому это отверстие не должно быть закрыто. На противоположной стороне карбюратора расположена воздушная заслонка. При помощи нее можно почти полностью закрыть подачу воздуха, тем самым обогатив смесь. В народе называется подсос. Заслонка закрывается, когда вытягивается ручка подсоса на себя. Закрывать подачу воздуха нужно для того, чтобы запустить непрогретый двигатель. На закрытой заслонке двигатель работать долго не будет. А если у вас мотор все же работает, в кавычках, на вытянутом подсосе, то есть воздушная заслонка закрыта полностью либо наполовину, но при полном открытии мотор работать отказывается, значит имеются загрязнения в карбюраторе, либо подсос воздуха в двигателе не там, где надо, либо сбиты настройки карбюратора. Теперь кратко о том, как работает сам карбюратор. Топливо поступает в поплавковую камеру, поплавок поднимается. Как только нужный объем наполняется, срабатывает игольчатый клапан, игла закрывает подачу топлива. Такая же система, как и в унитазе. Но если игольчатый клапан будет изношен, то в таком случае нарушается герметичность и карбюратор начинает переливать. Перелив не даст мотору нормально работать. Определить, что клапан не держит, можно по груше, если рукой она качается и никак не становится твердой. А вместе с этим или по отдельности из карбюратора начинает литься топливо, отсюда или из сапуна. Бывают случаи износа пятака, которым игла закреплена к поплавку. Бывает, после испарения бензина из-за оставшегося в карбюраторе масла игла клинит в открытом или закрытом положении. Либо самой часто встречаемой причиной является грязь, которая попала под иглу. Грязь или песчинка не дает клапану полностью закрыться. После поплавковой камеры топливо проходит через жиклер, затем через эмульсионную трубку и с потоками воздуха, которые всасываются при работе мотора, получается горючая смесь. При работе мотора на холостом ходу работает жиклер холостого хода. Он находится здесь под специальной заглушкой. Эту заглушку убирать нельзя. Она закрывает технологическое отверстие, с помощью которого жиклер был вкручен, а также для чистки. Если запустить мотор без этой заглушки, либо если резинка будет пропускать, то мотор просто не будет работать на холостом ходу. Заводиться будет только при повороте румпеля примерно наполовину, а при сбросе оборотов начнет захлебываться и глохнуть. Будут примерно такие же симптомы, если жиклер холостого хода будет забит грязью. Будет работать только главный топливный жиклер, а на холостых оборотах мотор начнет задыхаться. Или наоборот, если забит центральный жиклер или распылитель, то тогда холостые обороты будут, но добавляя газ, мотор заглохнет. Поэтому причин, почему мотор глохнет на тех или иных оборотах, очень много. Нюансов еще больше. И дело далеко не ограничивается одним карбюратором. Когда мы только запускаем мотор и ручка газа на начальном положении, топливо, проходя через жиклер холостого хода, идет дальше по каналам. То есть это такой маленький карбюратор внутри карбюратора. И в том случае, если в этой области будет плавать грязь, то, конечно, на холостые обороты можно особо не надеяться. В первую очередь перед настройкой нужно убедиться, что свечи исправны. Их необходимо проверить под давлением, либо сразу заменить на новые. Вполне возможно, что при плохом запуске или при плохой работе мотора виноваты свечи зажигания, а не карбюратор. Далее нужно настроить угол опережения зажигания. Если зажигание будет поздним, мотор будет чихать или глохнуть. Или если зажигание будет слишком ранним, обороты будут повышенные. Настроить карбюратор мы не сможем, либо это будет просто тяжело.
Если мотор не запускается, потому что, к примеру, и карбюратор не настроен, и все настройки зажигания кто-то вам сбил, чтобы мотор как-то запустить, все равно зажигание худо-бедно надо настроить, например, по меткам. Конкретно для настройки карбюратора имеются два винтика с пружинкой под отвертку. Винтик с такой оранжевой головкой – это винт регулировки качества смеси. Второй винт, в который уперта ось дроссельной заслонки – винт количества смеси. Закручивая или откручивая этот винт, мы выбираем холостые обороты, плавно открывая или закрывая дроссельную заслонку. Настройка винта качества смеси позволяет достичь оптимального соотношения топливо-воздушной смеси. Игла этого винта обязательно должна быть целая. Начинаем настройку карбюратора. Для регулировки карбюратора нужен натренированный слух или тахометр. Закручиваем винт качества до упора, только это делать нужно очень осторожно, лучше вообще двумя пальцами, потому что можно легко обломать иглу. Закрутив до упора, откручиваем на 2 оборота. Даем немного газ, запускаем мотор. Потихоньку сбрасываем газ. Мотор начинает работать неустойчиво, нужно уловить этот момент. Теперь медленно надо закрутить, либо приоткрутить винт качества, добиваясь устойчивых оборотов. На всех моторах по-разному, поэтому нельзя сказать точно, на сколько оборотов нужно открутить или закрутить. Настолько, сколько требует сам мотор. Делаем обороты минимальными винтом холостого хода. Периодически нужно делать перегазовку, так как мотор не настроен, для того, чтобы избавить свечи от закиданного масла. Если ваша настройка была верная, мотор должен легко запускаться на минимальном положении ручки газа. Еще одна проверка настройки – это включенная передача, то есть работа под нагрузкой на минимальных оборотах. Если при включении передачи мотор не глохнет, значит все было сделано правильно. Возможно, что на лодке, то есть на открытой воде, придется провести дорегулировку, так как нагрузки уже будут другие. На некоторых карбюраторах винт качества смеси спрятан под заглушкой. И для того, чтобы отрегулировать качество, нужно убрать заглушку. Если мотор не реагирует на винт качества, значит причиной, скорее всего, является грязь в карбюраторе. Причем не важно, сколько топливных фильтров стоит, в карбюратор все равно каким-то образом попадает грязь, песок. Если в карбюраторе плавает муха или грязь, и даже если получится настроить, в любой момент жиклер может быть закупорен грязью. Другими причинами плохой регулировки могут быть качество топлива, чрезмерное количество масла, неисправная система зажигания, например, установлены неисправные свечи, или как вариант проблемы с набивной катушкой под маховиком. Может идти подсос воздуха через прокладки, хомуты на шлангах, может быть нарушена герметичность между цилиндрами, для этого надо обратить внимание на уплотнение на клапанах. Если компрессия мотора будет ниже 7 кг, или разница в компрессии между цилиндрами будет до 2 и более килограмм, тогда карбюратор тоже будет тяжело настраиваться. Другой причиной плохой настройки может быть вода, которая попадает в камеру сгорания из системы охлаждения. Ну и сальники на коленчатом валу могут давать сбой в работе мотора, подсасывать воздух. Это самые основные и частые причины из 1000. На некоторых моделях карбюраторов винт регулировки качества имеет вот такую тупую иголку. Это не значит, что он обломанный, просто он такой и есть. Очень аккуратно закручиваю до упора и после этого на 2 оборота выкручиваю. Зная, что мотор не настроен, запускаю на закрытой заслонке, чтобы не дергать по полчаса. Устанавливаем минимальные обороты. И теперь закручиваем, либо выкручиваем, добиваясь ровной работы.
Мотор глохнет. Пытается заглохнуть. Обороты поднялись. Скорее всего, можно оставить так. Все готово. Да? А нет, заглох. Ничего страшного. Заводим еще раз. Кстати, можно еще проверить, правильно ли мы отрегулировали. Дав ему половину газа, можно даже выше. А потом резко сбросить обороты. Если мотор заглохнет, значит отрегулировано не до конца. Всем спасибо за внимание. Посмотрите другие видео на нашем канале. У нас очень много всего интересного. Всем пока. Мотор попадает в соленую воду. В карбюратор попадает вода, она испаряется, остается примеси, которые содержались в воде. Ну и собственно потом происходит такое окисление. Это окисление влечет за собой окисление карбюратора, появление на нем раковин. Ну что могу сказать? Мы положим в ультразвуковую ванну, добавим специальный раствор под названием Асимитол 4. И все будет работать. Но сейчас пока это не будет работать. Потому что вы сами видите, что тут определенного рода шутка. Все, обзор закончен. Всем спасибо. Ставьте лайк, ставьте дизлайк, подписывайтесь.